Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы предложить вам связать вот такой интересный кардиганчик. Мы его еще называем очень часто французская кофточка, которая очень стала популярна в последнее время. Ее многие девочки пытаются связать, и не только девочки, но и дамы постарше. Вот. И я хочу разобрать с вами интересный вот такой узор, в котором она связана. Очень популярны сейчас в Европе стали, вяжутся, но мы умеем вязать, у нас есть спицы, у нас есть наши ручки золотые, и мы, конечно же, можем себе связать, практически бесплатно такую красоту. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Я выбрала ниточки Yarn Art Merino Deluxe 50. Это состав у нас 50%, 51 акрила, 49 шерсти, в 100 грамм 280 метров. Я вязала спицами номер 4. Вяжется данная красота регланом снизу. Вот у меня есть такая универсальная выкройка, как вязать регланом снизу, да, то есть мы начинаем с вами единым полотном вязать спинку и полочки. Если разложить все по полочкам последовательно, да, то это будет выглядеть следующим образом. Мы свяжем с вами спинку и полочки вместе поворотными рядами. Планочку можно включить в работу, а можно потом довязать, можно вообще пришить ее. Вот это же ведь у нас машинная вязка, поэтому вот на оригинале, я так понимаю, планочка пришивается. Вот. Затем мы доходим, согласно этой выкройке, до высоты 35 сантиметров и откладываем работу. Приступаем вязать отдельно рукавчики по выкройке тоже. Вот. Можно на круговых спицах, как я уже сказала, можно также поворотными рядами. И на высоте 40 сантиметров мы работу снова останавливаем. Да? То есть вот до сюда доходим. Так. И затем начинаем объединять наше вязание. Мы, значит, делим полотно на петли полочек, спинки. Мы обязательно оставляем здесь петельки на подрез, да, вот. И у рукавов тоже по 3 сантиметра вот мы оставляем, да, вот, по-моему, да, 3 сантиметра. И вот таким образом мы объединяем с вами петли правой полочки, оставляем 3 сантиметра на подрез, включаем петли рукава, где также оставляем дополнительные такие петельки, на отдельном, на каком-то, на спице, или вы там как-то дополнительной нитью все это дело скрепляете, да. Потом петли спинки за вычетом подреза, также не забывайте об этом. И затем мы также рукава присоединяем и левую полочку, да. Как будем делать с вами регланные линии вязать, да? Я считаю, что здесь нужно сделать такую вот ажурную дорожку, которую мы с вами вязали, да, по схеме. И от ажурной дорожки сделать по 2 по краям по изнаночной петле, да. Обычно, как я уже сказала, убавки делаются в каждом втором ряду, но вы там уж смотрите, с какой вы пряжи будете вязать. Тут все, конечно, индивидуально, да. И еще есть такая особенность, если вы будете совместно вязать планку и полочку, то здесь необходимо, чтобы исключить такой эффект стянутости, да, когда планочка приподнимается, мы планочку несколько раз вяжем укороченными рядами. Почитайте поподробнее об этом. Схема, которой мы будем с вами пользоваться, выглядит таким образом. Посмотрите внимательно.
раппорт здесь выделен, 23 петли в ширину и 14 рядов в высоту составляет. Вот, но мы будем с вами вязать на 29 петельках, а далее уже идет повтор раппорта, мы его не будем вязать. Мы свяжем с вами полный раппорт, и затем с первого ряда вы уже будете повторять. Что обозначает вот эти первые 6 петель? Первые 6 петель – это начало вашей полочки. Так рекомендует автор модели, да, начинать, как видите. Вот, вот таким узором. Но если вы не вписываетесь, есть такой нюанс, если вы не впишетесь данным узором в ваш размер, то здесь можно комбинировать и различные комбинации составить узоры. То есть можно начать вот с этой вертикальной ажурной дорожки, например, да, вот, или вообще исключить дорожку и сразу начать вот с этого большого ромба центрального, да. То есть здесь много нюансов по расположению вот этих всех узорчиков, да. Пожелала бы, чтобы вы начали ее вязать, потому что, ну, узор интересный, кофточка модная, популярная. Ну а все эти технические моменты можно изучить внимательным образом и сделать для себя индивидуальную выкройку, индивидуальное описание составить, да. Это все делать техники. А сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца. Мы будем вязать с вами вот по такой схеме. Раппорт данного узора составляет 23 петли и 14 рядов в высоту. Но мы с вами будем набирать большее количество петель, поскольку наша кофточка будет начинаться с планки и далее пойдет узор. Узор, смотрите, идет вот так. Ведь кофточка наша вяжется целиком, спинка, полочки, все вместе идет, да? И так вот мы начинаем с правой полочки, получается, вот так с правой полочки, да? И далее у нас вот так узор продолжается, мы повторяем, но начало у нас вот здесь будет вот таким, как на кофточке, на фотографии у модели. Поэтому я набираю 29 петель плюс 2 кромочные. Провязываем с вами до окончания вот этого нашего целикового раппорта 23 петли. Плюс 6 петель у нас идут в самом начале, там, где у нас будет начинаться полочка. Да? Мы приплюсовываем сюда эти 6 петель. Так, ну и дальше будут раппорты чередоваться. То есть вот этот 23 раз, потом опять 23, 2 и так далее, сколько вам будет нужно по размеру. Это понятно, да? То есть дополнительные 6 петель у нас к нашим 23 и 2 кромочные. Вот вы набрали 31 петлю. И мы начинаем с вами первый ряд. Я уже один раппорт связала, попробовала, что тут получается. Узор, значит, хочу сказать вам, не самый простой. Нужно здесь постоянно, значит, контролировать петельки, постоянно. То есть здесь нет такого автоматизма, как бывает иногда в некоторых узорах. Первый ряд набираем с вами. Так, набрали, начали. Первая кромочная. Снимаем 3 лицевые, дальше вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Если вы вяжете бабушкиным способом, то вы вяжете как я. Если вы классическим способом, то вяжете по-своему. Вот эти все 2 вместе, да? Наоборот у вас получается. Я вот поменяла местами, а у вас наоборот все хорошо. Так, провязали 2 вместе, поэтому я буду просто озвучить с наклоном вправо 2 вместе или с наклоном влево, да, по лицевому ряду. По изнаночной стороне там тоже будут 2 вместе изнаночные. Я буду это характеризовать как
за задней стенки и за передней стенки, в зависимости от того, как требует наш узор. Провязали 2 вместе с наклоном лицевой, с наклоном вправо, да? Затем вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 вместе лицевой. Для этого первый и второй я меняю местами, так чтобы вторая оказалась поверх первой. Провязываю как 3 вместе лицевой, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Раппорт закончен, значит, мы закончили наше вязание. Переворачиваем. Второй ряд. Читаем по схеме слева направо, то есть вот отсюда читаем схему. Вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 вместе 2 вместе изнаночной за задней стенки. Изнаночная. Затем 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид и 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И замыкает кромочная. Провязали второй ряд. Переворачиваем вязание. 3-й ряд у нас с вами. 3-й ряд. Также начинаем с вами с кромочной. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Кромочная. Провязали 3-й ряд. 4-й ряд. Когда же прекратят наши соседи делать ремонт? Это какой-то кошмар. Схему читаем слева направо. Кромочная. Начинаем. 1 изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной за задние стенки. 2 вместе, так, дальше 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной за задние стенки. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. Изнаночная. Накид. Опять 2 вместе изнаночные за задние стенки. 2 вместе изнаночные за передние стенки.
накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 3 изнаночные, кромочная. Провязали 4-й ряд. Так, 5-й ряд у нас. Читаем схему справа налево. Первая кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, кромочная. 5-й ряд. Шестой изнаночный ряд. Читаем схему слева направо, вяжем изнаночными. Так, первая кромочная, вяжем 3 изнаночные, первые, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, дальше 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки и изнаночная в конце ряда, кромочная. Провязали с вами 6-й ряд. Седьмой ряд. Лицевой. Первая кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Дальше 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, вторая поверх всех оставшихся 2, получается 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, кромочная, закрыли. Так, ряд связали 7-й. 8-й ряд изнаночный. Схему читаем слева направо. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 11 изнаночных, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. 2 вместе изнаночные за задние стенки. 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. 2 изнаночные. И кромочная. Так. 9-й ряд. Лицевой. Кромочная. 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Кромочная. Провязали с вами 9-й ряд. 10-й ряд. Это изнаночный ряд. Вяжем его изнаночными петельками. Начинаем. 2 вместе изнаночной за передние стенки. Накид. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. 3 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные за задние стенки. 4 изнаночные. 4 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные за задние стенки. Следом 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочная. У нас 11-й ряд вяжется. Это лицевой ряд. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 вместе лицевой. Меняем местами первую, вторую, вторая поверх первой. Провязываем как 3 вместе лицевой. Опять делаем накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 5 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 5 лицевых. И вот обратите внимание, девочки, в конце этого ряда у нас есть накид. Я его зачеркнула, потому что вот конкретно для нашего образца он не нужен. Он у нас, видите, относится к следующему раппорту, когда мы 3 вместе вяжем, да, и у нас по обе стороны идут
2 накида. Чтобы у нас не прибавилась лишняя петля, я вместо этого накида просто вяжу вот 5 лицевых. Понятно, да? Откуда взялись? Почему? Нет, а если вы будете полотном вязать, то есть у вас будет чередоваться раппорты после начала полочки, да, то это обязательно надо будет вязать этот накид обязательно. Он включается в работу. Просто здесь он сейчас не нужен. А то увеличится на 1 петлю наш узор. Это нам совсем не нужно. Такая путаница. Так, у нас с вами 12 ряд изнаночный. Мы вяжем с вами первый кромочный, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе изнаночные за передние стенки. Накид, 2 изнаночные. Накид, 3 вместе изнаночные. Для этого первую и вторую я меняю местами так, чтобы у меня вторая оказалась за работой, и я ее вот так перекрещиваю с первой, да? И теперь я, смотрите, делаю все 3 вместе, провязываю изнаночные. Накид, затем 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид. И дальше начинаем с вами 13 ряд. Первая кромочная, первая лицевая, вторая, то есть, ну, начинаем наш раппорт. Значит, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, три лицевые, кромочная, 14 ряд изнаночный, последний в данном раппорте. Вяжем с вами схему, читаем слева направо, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 4 изнаночные, дальше 2 вместе изнаночные за передние стенки, накид, 2 изнаночные и кромочная. Мы провязали с вами раппорт полностью нашего узора. Теперь вы будете все это повторять с первого ряда, как это делала я. У меня вот здесь уже 2 раппорта. И вязала я с первого ряда, да? Это понятно. Вот такой у нас уже интересный с вами узор вырисовывается. Очень он мне нравится, похож на оригинал.
Да? Сами понимаете, очень похож на оригинал. Это все нужно привести в порядок, в божеский вид. Все это необходимо сейчас нам распрямить и померить плотность. Итак, мы будем сейчас с вами обрабатывать наш связанный образец паром. Он сразу становится очень мягким таким. Вообще вот эта пряжа с шерсти мериноса, она после воздействия вот этих вот всех, она становится очень мягкой, материал. Так, ну в общем, давайте сейчас он у нас посохнет, наш образец. Итак, мы определяем с вами сейчас плотность. Мы набирали с вами 31 петлю, да, вместе с кромочными. И вот сейчас линейка, я меряю наш образец, 19 сантиметров у меня. И наши 31 петелька делится на полученные сантиметры, на 19. И мы получаем цифру 1,63. То есть плотность нашего вязания 1,63. То есть в 1 сантиметре у нас с вами умещается 1,63 петли. И теперь, руководствуясь нашей выкройкой, мы сможем с вами сделать нехитрые расчеты, как расположить нам наши узоры, посмотрим, чтобы все это хорошо сочеталось. В общем, вот таким образом сейчас мы с вами детально разберем данное описание. Итак, предполагается, что вязание у нас спинки и двух полочек будет вязаться одним полотном, да? То есть это единое такое полотно, и нам необходимо рассчитать, какое количество петель нам необходимо набрать на тот или иной размер. Предположим, у нас очень маленький размер, 42-44, да? И я спиночку пишу, значит, ширина спинки 47 и две полочки по 23,5 сантиметра, да? И итого у нас с вами получается, так, сколько там у нас получается, 47 на 2, 94 сантиметра, да? Вот мы с вами, значит, на маленький размер 94 сантиметра у нас, и мы это число должны с вами умножить на 1,6, да, на нашу плотность. Получаем 150 на 1,6, получаем 150 петель, да, 150 петель у нас с вами должно прийтись на нашу с вами, на кофточку. Невозможно говорить вот эти вот все жужжания. Ладно. Дальше смотрим теперь наш узор. Нам необходимо красиво разложить, значит, нашу схему. Если вы хотите связать именно так, как на картинке, то начало у вас вашей полочки должно, вот как мы сегодня вязали образец, начинаться именно вот отсюда. И далее, как я уже говорила, вот раппорт у нас идет, полный раппорт, 23 петли, вот он выделен, да? Вот начиная с 7 петли и по 29, вот эти вот, значит, это есть наш раппорт узора. То есть вы вяжете первые 6 петель вне узора, да, и дальше у нас идут с вами, чередуются вот эти раппорты. Раз раппорт 23 петли, два раппорт 23 петли и так далее, да, это понятно. Значит, передо мной встала задача. Вот эти 6, я условно нарисовала, как располагается череда наших узоров, да, то есть вот эти 6 петель у меня в начале, вот полочка идет, да, и далее я, значит, посчитала 150, я разделила на 23, у меня получилось целое число 6, видите, по целому числу раппортов мы с вами судим, да, 6 раппортов у меня умещается, 6. Вот я нарисовала, значит, первые 6 петель нашего вступительного, скажем так, узора. Дальше идут 6 раппортов
полноценных раппортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? И у нас также должна закончиться наше полотно, как и началось. Здесь идет вторая полочка, да? Плюс, девочки, сюда еще необходимо планку включить, да? Это тоже где-то по 3 сантиметра. Вот, то есть эти расчеты вам необходимо будет, прежде чем вязать, все их посчитать и сделать, да? И у меня получилось как раз 152 петли, да? 152 петли надо набрать нам на 42-44, это только по узору, плюс планка, плюс планочка. Так, 152 петли, если кто не понял, из чего они сложились, я вам объясняю. Две вступительные части узора по 6 петель, это 12, да, я умножаю на 12. И плюс 6 раппортов, раз, два, три, четыре, пять, 6 раппортов по 23, да. То есть мы 23 умножаем на 6, 138, плюс наши 12 вступительных. Видите, 150. 150 петель плюс 2 кромочные. Вот отсюда у нас образовалась цифра 152. Да? Если вы хотите на больший размер связать так же, чтобы у вас начало полочек было вот таким, как мы с вами связали на узоре, то есть вам тогда необходимо прибавить еще один раппорт. То есть мы к 152 прибавляем 23, и у нас получается 175 петель. Вот. По-другому никак, девочки. Но есть другие варианты расположения узора. Не обязательно делать вот это вступление, да? Можно начать сразу, например, вот с этого раппорта, этого ромба сразу, да? Или можно начать вот с этой вертикальной дорожки ажурной, да? То есть тут много вариаций. Можно комбинировать эти узоры, как вы пожелаете. Здесь, в принципе, здесь прям-таки большой разброс можно осуществить, да. Но если вы хотите как на картинке, то, как я вам уже сказала, вот так руководствуйтесь вот этими моими указаниями, да. Так, ну, в общем, писала, ну, в общем-то, просто из головы взяла размеры, да. Эти размеры у вас будут свои. Это индивидуальные размеры, то есть вот в середине спинка, по бокам полочки, да, вяжем кофточку. И вот мы считаем, что у нас, значит, 100 получается в объеме, да, общее число 100 сумма. И мы умножаем на 1,6 нашу плотность полученную. Получаем 160 петель. То есть 100 я пишу сантиметров. При нашей плотности это 160 петель, да? Теперь нам остается правильно, значит, наш узор на этих петельках распределить, да? То есть должно получаться целое число. То есть если наш раппорт узора составлял 23 петли, да, плюс 4 симметрия, 23 петли, то нам надо сделать так, чтобы вот в эти 160 у нас уложилось 23 петли, целое число, сколько-то там количество раппортов, плюс 4 петли для симметрии. Это в обязательном случае. Поэтому мы 160 сейчас, пока вот имеем эту цифру, мы поделим на 23. У нас получилось целое число, близкое к семерке. 6,9, да? Ну, то есть у нас получается 7 полных раппортов. Как бы должно уместиться. 7 полных раппортов. То есть у нас здесь немножко будет корректировка. То есть вот по нашим расчетам 7 раппортов. Теперь мы считаем, сколько на 7 раппортов в реальности будет уходить петель. 7 умножить на 23. Вот такой расклад получается. 161 петля у нас. Плюс 4 петли для симметрии. Плюс 2 кромочные. Итого получается, смотрите, 167, да, петли. Но для нас ведь это много, да? Ведь для нас же это много.
как мы можем здесь схитрить? Если для нас это вдруг много, мы можем с вами избавиться от косичек боковых, вот этих вертикальных дорожек, да? Я сказала косичек по аналогии с аранскими косами. Так, это я заговариваться начала. Время позднее, спать пора, я тут мастер-класс провожу. Ладно, девочки, уж извините. Значит, ведь наш узор с вами состоял, помните, из 23 петель, но из них, если мы обратим внимание на наш раппорт, измятый и измученный, из них вот были 2 косички, да? А сам вот этот большой узор, сколько, давайте посчитаем, петель занимает? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 петель он занимает. 19 петель, да? То есть мы схитрим, да? Мы возьмем с вами 19 петель. Это уже минус 4 петли. С одной стороны и с другой стороны. Получается, это минус 8 уже петель, да? То есть получаем с вами такой расклад. У нас получается 6 полных раппортов. 6 полных раппортов. Плюс 19 петель. Все. И мы сейчас с вами посмотрим, что же это у нас получится такое. При такой нашей изобретательности и хитрости, да? То есть 23 мы умножаем на 23 мы умножаем на 6, получается 138 петли. 138 петли плюс 19. Вот 157. 157, да? 157 плюс 2 кромочные, плюс 19 и плюс 2 кромочные. 159 петли, да? То есть видите, как мы с вами приблизились к нашему идеалу в 160 петель. В нашем случае, вот в этом, в примере в нашем, да? Вот, видите, как здорово мы с вами распределили. Мы избавились вот от этих 2 боковых косичек, по 4, опять косичек, этих 2 боковых дорожек с вами избавились. Вот этих, если кто не понимает, о чем я говорю, вот эти вот, которые с этого. Вот наглядно показываю, что я имела в виду, когда мы будем распределять с вами узоры, да. Смотрите, начинаем узор с 19 без боковой нашей дорожки. Затем полноценные 6 идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полноценных раппортов, да? Все, это понятно? То есть вот именно здесь у нас получилось плюс покромочный по краям. Вот именно на этот рисунок я и говорила, что это будет 159 петель. Вот. Надеюсь, это понятно. Откуда цифра 19 взялась? Я объяснила, мы отсекли дорожку вертикально, которая была справа. Здесь ее и так нет. Она здесь заканчивается нашим большим узором. Ну, в общем, вот так по аналогии, девочки. Теперь с регланными линиями. Ну, здесь уж вы сами будете делать. Тут уж прям совсем-совсем индивидуальные расчеты. На каждый размер свои, на каждую пряжу свою, все свое. Тут уж я вам не советчик, руководствуйтесь общими правилами по вязанию реглана, да. То есть это технические моменты, которые очень индивидуальны, и вы должны их рассчитать самостоятельно. В общем-то, вот что я вам хотела сказать про плотность и про расположение наших узоров. Я вам желаю удачи, начинайте вязать. Очень интересная моделька, тем более очень популярная, а вам она достанется совсем дешево. Только немного усилий, и все получится.